цикл раны. Созданная неудовлетворенная потребность. Вследствие боли и страданий, идущих от наших ран, возникает еще один цикл, или ряд стереотипов, встречающийся не менее часто, который я назвал циклом неудовлетворенной потребности, или циклом взаимообусловленной грезы. Из-за наличия раны, мы чувствуем себя расколотыми, расщепленными, неполноценными, менее целостными. Далее, от ощущения недостаточности, мы можем чувствовать, что у нас отсутствует способность выполнить или манифестировать все то, в чем мы нуждаемся в данный момент. И в стремлении удовлетворить свои потребности, мы скорее всего пытаемся пробудить сочувствие у других. В этом случае, мы создаем историю, утверждение, в которой являемся нуждающимися и недостойными, что в свою очередь порождает взаимозависимую идентичность, имеющую дело только с манифестацией взаимозависимых грез. От внутренней боли я испытывал отчаянную потребность в мире и гармонии. Игра на гитаре в своей спальне принесла мне немного мира и позволила взять и исследовать музыкальную гармонию и самовыражение. Потребность в мире и гармонии была сплавлена и отождествлена с моей потребностью излечивать ту рану, которая приоткрывалась и одновременно заглушалась музыкой. Тогда-то я ощутил большую потребность в музыке. Как правило, не проходило и дня, чтобы я не сыграл на гитаре. Сейчас я понимаю, что это был тот способ, с помощью которого я стремился обрести желанный мир и гармонию. Игра на гитаре действительно расслабляла меня, и кроме того, я стал достаточно уверен в своей игре, чтобы она обеспечивала меня средствами к существованию. Ну а затем, музыка стала моей страстью, так как я чувствовал, что, выступая перед семьей, игра приносила мне некое исцеление, плюс ко всему это была забава, вызывавшая у меня хорошее самочувствие. Единственная проблема была в том, что я не обращался внутрь к своим ранам. Музыка стала моим лекарством, моим целителем и моим гуру. Мои музыкальные идолы становились моими ложными богами. Некоторых известных музыкантов называют на Западе богом гитары или богом барабана. В своей жизни, многим из них я поклонялся и боготворил, поскольку чувствовал, что они дали мне что-то, чтобы пойти в рост. Однако я всегда оставался меньше, чем они, поскольку был никем, тогда как они были огромны в своих творческих телах. Это стало причиной того, что я неизменно занимал в музыке низшее положение, что приводило к дисгармонии, сравнению и соперничеству. Тогда я принял имидж голодающего артиста, который играл бы, будучи кем-то, кто боролся, и испытывал недостаток, чтобы вызывать за это восхищение. Много лет я носил на себе изношенную одежду, желая, чтобы люди испытывали ко мне жалость, потому что я выбрал нечто трудное и нес на себе тяжкое бремя. Как только в связи с удовлетворением наших невыполненных потребностей создается взаимообусловленная идентичность, последняя начинает продвигаться к их выполнению. Но как она это делает? Прежде всего, идентичность изучает несколько работающих стереотипов: соблазнение, контроль, управление или манипулирование другими людьми, или саботаж, или, возможно, несколько методов, которыми идентичность заполняет потребности, существуя в роли нуждающегося. Я смешал некоторые стереотипы воедино. Через творчество я старался обольщать, управлять своим творческим потенциалом и людьми, с которыми выступал, а также сотворял образ бедного голодающего артиста, чтобы получить внимание. Ни один из этих стереотипов не приводит к подлинному выражению радости. Я всегда задавался вопросом, почему я, стараясь писать счастливые и позитивные песни, несмотря на это, в большинстве случаев не получал от людей ответной реакции радости. А было это потому, что бессознательно я обольщал, управлял и был тем нуждающимся, который энергетически не обеспечивал свободу и подлинную радость.
Хотя я и пытался быть позитивным в своих песнях, тем не менее, в их основе лежала печаль из-за боли и обиды внутреннего ребенка, пытающегося излечиться музыкой и аудиторией. В результате своей неудовлетворенной потребности в гармонии и мире, я стал нуждаться в зрителях. Для того, чтобы излечить себя. Что хорошего в одиноком исполнении музыки, если я не могу услышать похвалы от других? Тогда-то у меня и возникла нездоровая зависимость от реакции зрителей. Постепенно, я все больше и больше впадал в недовольство и раздражение, из-за того, что они не приносили мне исцеления, или в связи с ожиданием, что явлю для слушателей определенный путь к счастью, а потому буду высоко ценить ими. Музыка в качестве панацеи медленно становилась тем, чему я верил, чтобы стать источником моего несчастья. И тогда я обвинил всех, что меня не поняли, или не оценили мой талант и музыку по достоинству. Я никогда не увязывал свой поиск гармонии между мной и аудиторией, с тем, что на самом деле, это было отражением поиска гармонии мира, которое я хотел испытать как ребенок, и того, что я должен был найти внутри себя самого. Я надеялся излечивать раны детства в барах, играя рок-н-ролл, и это захватило меня на долгие годы, прежде чем я понял, что данный путь никогда не приведет меня к заветной цели.